1883 году в юго-восточной части Турции, в районе современного города Анкара, археологи обнаружили руины древнего города, некогда процветавшего в сердце Галатии. Этот забытый народ кельтского происхождения оставил после себя следы, которые до сих пор продолжают удивлять ученых. Галаты, пришедшие в Малую Азию, принесли с собой уникальные традиции, язык и культурные особенности, которые переплетались с греческими и восточными влияниями. На протяжении столетий их цивилизация оставалась на периферии истории, заслуживая более глубокого изучения. Галатия была основана в III веке до нашей эры, когда кельтские племена переселились из Европы. Они стали известны благодаря своей воинственности и способности к ведению боевых действий. Первое упоминание о Галатии встречается у древнегреческого историка Полиена. Он описывал, как галаты, вооруженные мечами и копьями, пытались завоевать земли, находящиеся под контролем греков и персов. В этом контексте их завоевания стали важным этапом в истории региона. Второй важной вехой в истории Галатии было образование независимого царства в I веке до нашей эры. Царь Атал I объединил разрозненные племена под своим правлением, создав мощное царство, которое стало важным игроком в политике региона. Это царство активно торговало с соседними государствами, включая Римскую империю. Галаты стали известны как искусные кузнецы и ремесленники. Их изделия пользовались спросом на рынках. Существование Галатии также связано с важными культурными достижениями. Это был народ, который ценил искусство и литературу. Обнаруженные археологами мозаики и фрески свидетельствуют о высоком уровне мастерства в живописи, а сохранившиеся надписи на кельтском языке дают представление о языке и культуре народа. Уникальные ритуалы и обычаи, такие как празднование божеств природы, отражают их духовный мир. Вместе с тем Галатия оказалась на пороге изменений, когда в I веке нашей эры началось активное влияние Рима. Галатские города, такие как Анкира и Песинус, стали важными торговыми центрами на пути между Востоком и Западом. Римляне, стремясь расширить свои границы, стали внимательно следить за событиями в Галатии. Это привело к тому, что галаты постепенно утратили свою независимость и стали частью Римской империи. Однако, несмотря на это, они сохранили свою идентичность и традиции, которые продолжали развиваться на протяжении веков. Галатия, как цивилизация, исчезла с страниц истории, но ее наследие живет в археологических находках и в памяти потомков. Забудьте о крупных империях и известных народах, потому что именно эта забытая цивилизация оставила свой след в историческом контексте Малой Азии. Пока галаты укрепляли свои позиции в Малой Азии, на другом конце Средиземного моря расцветала Нумидия, цивилизация, играющая ключевую роль в истории Северной Африки. В I веке до нашей эры Нумидия достигла своего расцвета под руководством царя Массиниссы, который объединил племена и создал мощное царство. Наиболее известным событием стал союз с Римом во время Второй Пунической войны. Именно Массинисса стал союзником Рима, что обеспечило ему поддержку в борьбе против карфагенян. Нумидийцы, как и галаты, были искусными всадниками. Их кавалерия считалась одной из лучших в античном мире. Кочевой образ жизни и стойкость в бою позволяли нумидийцам эффективно защищать свои земли и участвовать в военных конфликтах, которые определяли судьбы государств. В то время как Рим использовал их в своих войнах, Нумидия, в свою очередь, извлекала выгоду из торговли с соседними государствами, такими как Карфаген и Рим. Успешная торговля зерном и лошадьми позволила царству укрепить экономическую базу. На этой основе Нумидия развивала свою культуру. Археологи обнаружили остатки великолепных городов, таких как Тингис и Кирена, где находились храмы, рынки и изящные дома. Нумидийцы создали систему ирригации, что позволило им развивать сельское хозяйство и поддерживать высокие урожаи. Они также стали известны своим мастерством в обработке металла, производя оружие и украшения, которые пользовались спросом на рынках всего Средиземноморья. Но, как и Галатия, Нумидия столкнулась с угрозой, когда Рим, стремясь расширить свое влияние, начал вмешиваться в ее дела. В первой половине I века нашей эры начались многочисленные конфликты между римскими легионами и нумидийскими войсками. Сложные политические интриги привели к тому, что Нумидия разделилась на две части – восточную и западную. Это ослабило страну, сделав ее уязвимой для римской экспансии.
Крупнейшим событием этого периода стал конфликт с Югуртой, правителем Восточной Нумидии, который восстал против римского влияния. Его сопротивление стало настоящим испытанием для Рима и его легионов. В результате борьбы, продолжающейся с 1958 по 1952 год, Нумидия была окончательно завоевана. Югурта был схвачен и отправлен в Рим, где он стал символом нумидийского сопротивления. Нумидия исчезла как независимое царство, но ее наследие продолжало жить. Археологические находки, такие как монеты, надписи и останки зданий, свидетельствуют о высоком уровне развития этой цивилизации. Культура и достижения нумидийцев оставили яркий след, который впоследствии повлиял на историю Северной Африки, а их влияние ощущается и в современном мире. Картину дополняет история Галатии, которая наряду с Нумидией формировала уникальные черты древнего мира. В то время как Нумидия сталкивалась с римской экспансией, Галатия продолжала развиваться, погружаясь в новые конфликты и культурные изменения, вызванные влиянием кельтов. На протяжении III века до нашей эры галатские племена завоевывали территории, сталкиваясь с местными народами и распространяя свое влияние. Они использовали свою воинственность и навыки ведения боя, чтобы покорить соседние области, такие как Фригия и Лидия. Это стало основой для создания мощного кельтского царства в сердце Малой Азии. Галаты, как кельты, имели свои уникальные обычаи и традиции. Они организовывали праздники, посвященные богам, и проводили ритуалы, которые отражали их связь с природой. Местные племена, столкнувшись с галатским завоеванием, испытывали смешанные чувства. Одни пытались сопротивляться, другие адаптировались к новым условиям. Это привело к синтезу культурных элементов, и галатская культура начала заимствовать от соседей, в частности от греков. Военные успехи галатов также привели к созданию отдельных кланов, которые начали соперничать друг с другом за власть. Каждое племя стремилось утвердить свои права на новые земли, что вызвало внутренние конфликты. В это время из-за постоянных войн возникла потребность в эффективной организации войск. Галаты начали использовать более сложные тактики ведения боя, заимствованные у греков и персов. Это позволило им оставаться на плаву, несмотря на внутренние распри. Однако вскоре галаты столкнулись с серьезной угрозой со стороны соседей. В 1239 году до нашей эры армия царя Аттала Пероро, правителя Пергама, решила остановить экспансию галатов. В сражении при Термопилах аталианцы столкнулись с галатами, которые проявили свою известную храбрость и мастерство в бою. Однако численное превосходство и стратегические преимущества позволили атталианцам одержать победу, что ослабило влияние галатов в регионе. В ответ на это поражение галаты начали формировать альянсы с другими племенами, чтобы восстановить свои позиции. Они объединились с фригийцами, и вместе они начали контратаку, стремясь вернуть утраченные земли. Эта война привела к новым конфликтам и в значительной степени определила судьбу региона. Галаты продолжали использовать свою традиционную тактику, основанную на быстрых нападениях и охотничьих навыках, что позволяло им оставаться непредсказуемыми противниками. К концу II века до нашей эры на горизонте вновь замаячила новая угроза — Римская империя. Римские генералы, видя, как галаты истощают свои силы в бесконечных войнах, начали активнее вмешиваться в дела региона. Они заключали союзы с противниками галатов и подталкивали их к конфликтам, стремясь ослабить влияние кельтов. Параллельно с этим Рим начал вводить своих легионеров в близлежащие области, создавая напряженность, которая вскоре вылилась в открытое столкновение. Таким образом, на фоне внутренних конфликтов галатов и внешней угрозы со стороны Рима формировалась новая картина, которая предвещала серьезные изменения для древней цивилизации. Пока галаты боролись за выживание против римского натиска, Нумидия переживала свои собственные драматические изменения, связанные с правлением новых царей. После Массиниссы, который объединил нумидийские племена и стал важным союзником Рима, на трон взошел его потомок Микисп. Принцесса, дочь Массиниссы, стала важной фигурой в политических интригах. Ее брак с римским полководцем укрепил связи между Нумидией и Римом, но также стал источником зависти и конфликта среди нумидийской знати. Микисп правил с сильной рукой, но его правление оказалось ненадежным. Внутренние противоречия нарастали, и союз с Римом становился все более невыгодным.
Нумидийские вельможи начали открыто критиковать его политику, утверждая, что он слишком сильно зависел от римлян, что ослабляло независимость Нумидии. В это время на политической арене появился Югурта, племянник Массиниссы. Он стремился вернуть Нумидии былую славу и независимость. Его амбиции стали причиной трений между ним и Микисом, что неизбежно привело к конфликту. Югурта начал набирать сторонников среди военачальников и простых людей, недовольных правлением Микиссы. Он использовал свою харизму и военные навыки, чтобы убедить нумидийцев в необходимости борьбы за свободу от римского влияния. В 1809 году до нашей эры он поднял восстание против своего дяди, что стало началом жестокой гражданской войны. Бои развернулись по всей Нумидии, и обе стороны использовали хитрые стратегии, чтобы одержать верх. Югурта проявил выдающиеся способности в ведении боевых действий, используя партизанские тактики, которые позволяли ему обойти римские легионы. Он проводил внезапные атаки на базы римских войск, и вскоре римляне начали понимать, что столкнулись с неординарным противником. В ответ Рим направил своих лучших генералов, таких как Гай Марий, чтобы подавить восстание Югурты. Ситуация обострилась, когда Югурта взял в плен римского консула. Этот инцидент вызвал шок в Риме и подстегнул решимость римлян восстановить контроль над Нумидией. Восстание Югурты стало важным испытанием для Рима, который начал осознавать, что его армии не всегда могут легко справляться с местными лидерами. Конфликт затянулся на несколько лет. В 1950 году до нашей эры римляне, используя свои ресурсы и тактические преимущества, наконец одержали верх, но цена победы была высокой. Югурта был схвачен и приведен в Рим как трофей. Это событие не только ознаменовало конец его правления, но и продемонстрировало, что Нумидия и ее народы не собирались сдаваться без боя. Таким образом, Нумидия, хотя и потеряла свою независимость, все же оставила значительный след в истории. Каждое сражение, каждая интрига подчеркивали необходимость учитывать местные традиции и стратегию при управлении завоеванными территориями. В это же время Галатия, находясь под давлением Рима, готовилась к своей судьбе, которую предопределяли события в Нумидии. Обе цивилизации находились на перекрестке истории, их судьбы переплетались, создавая новую картину древнего мира. В то время как Нумидия погружалась в хаос гражданской войны, Галатия становилась важным торговым узлом, связывающим Восток и Запад. Торговые пути, проходящие через ее территорию, привлекали купцов из всех уголков древнего мира. Галатия становилась центром торговли не только простыми товарами, но и культурой, идеями и технологическими новшествами. Город Анкира, ставший столицей, превратился в яркий торговый центр, где все встречались, от греков до римлян, от персов до местных племен. Торговые караваны, движущиеся по маршруту из столицы до побережья Средиземного моря, привозили товары, такие как виноград, оливковое масло и зерно, в обмен на серебро, ткани и ювелирные изделия. На рынках Анкиры проносились звуки языков и разговоров, создавая яркую атмосферу жизни. Однако на фоне этого возвышения скрывались опасности. Конкуренция за контроль над торговыми маршрутами обострялась, и племена, ранее союзники, начали открытые конфликты за право на торговлю. В это время в Галатии возникли новые кланы, стремящиеся к власти. Один из таких кланов, возглавляемый храбрецом по имени Дорик, начал открыто угрожать существующему порядку. Его мужчины, обученные боевым искусством, завоевали репутацию непредсказуемых и агрессивных соперников. Дорик пытался отнять контроль над торговыми путями у правящих кланов, утверждая, что они не обеспечивают безопасность караванов. Соответственно, его действия привели к нападениям на торговые караваны, что, в свою очередь, вызвало панику среди купцов. Одним из самых резких нападений стало нападение на караван, следовавший из Пергама в Анкиру. Дорик захватил несколько грузов с ценными товарами, включая редкие ткани и изделия из золота. Это нападение вызвало шок и возмущение среди купцов и правителей Галатии. Понимая, что Дорик стал серьезной угрозой, они собрались на совет, чтобы разработать стратегию ответных действий. На протяжении следующих нескольких недель слухи о нападениях Дорика разлетелись по всей Галатии, и его имя стало символом непокорности. Тем временем, в ответ на растущее насилие, римляне начали расширять свое влияние в Галатии, используя хаос и нестабильность как предлог для вмешательства. Римские легионы, прибывшие для поддержки порядка, начали активные действия против Дорика.
Это вмешательство лишь усугубило конфликт, так как местные племена начали чувствовать, что их независимость под угрозой. Дорик, осознав, что ему не справиться с римской армией в открытом бою, решил использовать свою стратегию партизанской войны. Он начал собирать сторонников, и вскоре в его отряде были собраны лучшие воины, готовые сражаться за свободу Галатии. Параллельно с этими событиями на Востоке вспыхнули новые конфликты, вызванные растущей активностью Рима в регионе. Галатия оказалась в центре борьбы между местными силами и римскими легионами, что предвещало новые испытания для ее уникальной культуры и идентичности. На фоне этого напряжения торговые пути, когда-то связывавшие народы, становились ареной для борьбы за власть и контроль, что предвещало серьезные последствия для всех. Галатия, оказавшись под давлением внутренних конфликтов и внешних угроз, столкнулась с нарастающим влиянием Римской империи. В 1905 году до нашей эры римский генерал Лукул возглавил экспедицию для подавления волнений в Галатии и восстановления контроля над торговыми путями. Его войска быстро продвигались к Анкире, оставляя за собой опустошенные деревни и разрушенные поселения. Лукул применял тактику быстрого маневрирования, что позволяло ему неожиданно атаковать. На юге, в Нумидии, римский легион под командованием Гая Мария готовился к новой кампании. После победы над Югуртой римские войска начали укреплять свои позиции на территории Нумидии. Местные вожди, осознав, что Рим стал не только союзником, но и угрозой, начали формировать альянсы с противниками Рима. Напряжение нарастало, и в обеих регионах происходили столкновения, угрожая стабильности местных народов. Рим, используя свою мощь, стремился к полному контролю над этими стратегически важными территориями. В Галатии Дорик, лидер восстания, понял, что его борьба против римлян требует не только храбрости, но и стратегии. Он собрал собрание представителей местных племен, призывая их объединиться против общего врага. Это движение привлекло внимание многих вождей, которые искали защиту своих земель. Дорик и его соратники разработали план атаковать римские легионы, используя засадные тактики и знания местности. Он организовал небольшие отряды, готовые к быстрой атаке и отступлению, чтобы избежать открытых сражений. В Нумидии ситуация стала критической. Римское командование решило отправить дополнительную армию, чтобы окончательно подавить сопротивление. В одном из сражений под стенами Тингеса нумидийцы, ведомые местными вождями, встали на защиту своей земли. Бой был жестоким. Обе стороны понесли серьезные потери, но нумидийцы, осознавая, что это их последний шанс, сражались с невероятной яростью. Римские легионы, привыкшие к легкой победе, столкнулись с упорным сопротивлением, и это стало шоком для командования. Тем временем в Галатии римские войска начали контролировать ключевые торговые маршруты. Это привело к экономическому кризису на побережье, где местные купцы начали страдать от нехватки средств. Дорик воспользовался этой ситуацией, чтобы поднять волну протестов против римского влияния. Он организовал ряд атак на римские караваны и укрепления, стремясь вернуть утраченные позиции. Каждое успешное нападение поднимало мораль его бойцов и привлекало к нему новых сторонников. Конфликт в Галатии и Нумидии становился все более острым. Рим, стремясь уничтожить любые попытки сопротивления, готовился к решающему наступлению. На горизонте замаячило новое сражение, которое должно было определить судьбы Галатии и Нумидии. Возвышение римской мощи и стойкость местных народов создавали нарастающее напряжение, предвещая неизбежные изменения в истории обеих цивилизаций. В 1904 году до нашей эры на горизонте надвигалась буря. Римские легионы, усмирившие Нумидию, теперь направлялись в Галатию. Дорик, воодушевленный последними победами над римскими караванами, собрал своих сторонников для решающей битвы. Он понимал, что это сражение может стать последним шансом для галатов сохранить свою независимость. На лицах воинов отражалась решимость и страх перед неизбежным столкновением. Римские генералы, прибывшие в Галатию, подготовили свои легионы к нападению. Генерал Лукул, наполняя сердца солдат уверенностью, произнес пламенную речь о славе Рима и предстоящей победе. Вскоре обе армии встретились на поляне возле Анкары. На рассвете римские легионы, выстроенные в боевые порядки, начали движение вперед, поднимая пыль и шум, предвещавшие бурю. Дорик заранее расположил своих воинов в засаде среди деревьев. Он понимал, что прямое столкновение с римскими легионами может закончиться катастрофой.
Сигнал к атаке был дан, и галаты как тени выскочили из своих укрытий, нанося мощные удары по флангам римских войск. Бой разгорелся с такой силой, что земли, когда-то плодородные и спокойные, наполнились криками и звуками битвы. Несмотря на первоначальные успехи галатов, римское военное искусство начало брать верх. Римские легионы, отступив под натиском, быстро организовались и начали контратаку. Дорик, осознавая, что его план начинает рушиться, попытался изменить тактику, но уже было поздно. Римляне, используя тяжелые щиты и мечи, начали пробивать линии галатских воинов. Бой принял жестокий оборот, и обе стороны понесли серьезные потери. Тем временем в Нумидии разразилась новая волна конфликта. Римские легионы, почувствовав силу своих побед, начали подавлять остатки нумидийского сопротивления. Нумидийцы, осознав, что их традиции и образ жизни находятся под угрозой, стали объединяться под знаменем последних вождей, призывая к сопротивлению. Однако каждый успех Дорика подрывал их мораль. Римские генералы использовали каждый момент, чтобы запугать и подавить попытки восстания. Кульминация конфликта в Галатии достигла своего пика, когда Дорик, окруженный римскими легионами, оказался в безвыходном положении. Римляне, используя свою численность и тактику, начали штурмовать его позиции. Дорик, понимая, что его войска истощены, принял решение отступить в горы. Однако римские легионы неумолимо продолжали наступление. Дорик и его воины сражались за свою свободу, но с каждым моментом ситуация становилась все более критической. Когда последние остатки галатского сопротивления были подавлены, Рим установил полный контроль над Галатией. Это стало началом новой эпохи, когда местные культуры и идентичности начали стираться под натиском римской власти. Римская архитектура, язык и обычаи начали заменять традиционные галатские. Успехи римлян в Галатии и Нумидии предвещали необратимые изменения, затрагивавшие не только эти территории, но и всю известную тогда цивилизацию. С исчезновением галатского и нумидийского народов их наследие стало лишь частью истории, оставляя после себя пустоту, которую заполнили новые порядки. В 1910 году, когда римское влияние окончательно утвердилось в Галатии и Нумидии, археологи начали делать увлекательные находки, которые должны были изменить представление о древних народах. В районе Анкары, на месте одной из старых галатских крепостей, были найдены артефакты, которые свидетельствовали о высоком уровне развития этой цивилизации. Среди находок оказались керамические изделия, украшенные геометрическими узорами, а также орудия труда, которые указывали на сложные методы обработки сельского хозяйства и ремесел. Одной из наиболее значимых находок стал каменный алтарь, покрытый надписями на кельтском языке. Эти надписи содержали упоминания о богах, которым поклонялись галаты, а также о ритуалах, которые они проводили для обеспечения плодородия и защиты от врагов. Обнаруженные артефакты засвидетельствовали, что, несмотря на военные конфликты и давление со стороны Рима, галатская культура сохраняла свою идентичность и традиции. В Нумидии археологи начали раскопки в районе Тингиса, где находились остатки древнего города. Здесь были найдены монеты с изображениями царей, а также инструменты, используемые нумидийскими ремесленниками. Эти находки подтвердили информацию о том, что Нумидия была не только военной силой, но и важным торговым центром. Монеты свидетельствовали о высоком уровне торговли с Римом и другими регионами Средиземноморья. Однако самой захватывающей находкой стала статуя, изображающая Югурту, последнего великого нумидийского царя. Статуя, выполненная из мрамора, обладала невероятной детальностью и выразительностью. На ней были изображены черты лица Югурты, а также его традиционные доспехи. Эта находка возродила интерес к его личности и к его борьбе за независимость Нумидии. Исследователи начали пересматривать события, связанные с его правлением, и осознали, что его противостояние Риму не было простым сопротивлением, а становилось символом борьбы за идентичность. Кроме того, в ходе раскопок были обнаружены остатки больших хранилищ, которые использовались для хранения зерна и других продуктов. Эти хранилища указывали на наличие развитой системы сельского хозяйства и торговли, что опровергало представление о галатах и нумидийцах как о простых кочевниках. Обнаруженные артефакты позволили ученым составить более полное представление о том, как эти народы выживали и развивались в сложных условиях окружающего мира. С каждым новым открытием становилось ясно, что влияние Галатии и Нумидии на историю региона было намного более значительным, чем считалось ранее.
Эти народы, несмотря на свои поражения, оставили после себя богатое наследие, которое продолжает вливаться в современную культуру. Исследования, проводимые археологами, открывали новые горизонты понимания древних цивилизаций, позволяя заглянуть в их жизнь, обычаи и верования, которые, казалось бы, были навсегда утеряны. В этом контексте кульминация их истории не только завершала одну эпоху, но и открывала новую страницу в понимании человеческой цивилизации, где каждый артефакт оказывался ключом к разгадке давно забытых тайн. На протяжении веков после римского завоевания Галатии и Нумидии их наследие продолжало сказываться на культуре и истории региона. Археологические раскопки, проведенные в последние десятилетия, обнаружили множество артефактов, свидетельствующих о величии и богатстве этих народов. В 1917 году в Анкаре были найдены остатки древних сооружений, которые указывают на важные торговые маршруты, когда-то связывавшие Восток и Запад. Галатия, когда-то центр торговли и культуры, оставила после себя архитектурные памятники. Руины древних городов, включая Анкиру и Песинус, привлекают туристов и исследователей со всего мира. Археологические находки, такие как статуи, монеты и керамические изделия, выставлены в музеях, позволяя современным людям прикоснуться к истории, формировавшей облик региона. Например, в музее Анкары можно увидеть великолепные образцы галатской керамики с геометрическими узорами и изображениями богов. Нумидия также оставила след в североафриканском наследии. В современных городах, таких как Алжир и Тунис, можно найти влияние нумидийской архитектуры. Строения с колоннадами и артефакты, такие как монеты с изображениями югурты, создают связь между прошлым и настоящим. В Алжире раскопки показали, что нумидийцы использовали продвинутые методы земледелия и градостроительства, о чем свидетельствуют остатки акведуков и хранилищ для зерна. Научные исследования в области археологии продолжают углублять понимание этих древних народов. В 2020 году новые технологии позволили анализировать состав найденных артефактов и проводить генетические исследования, чтобы понять миграции и культурные обмены. Например, исследования ДНК, проведенные на образцах костей, показали, что галаты были связаны с другими кельтскими племенами, что меняет представление о их происхождении и миграциях. Влияние Галатии и Нумидии также ощущается в культурных традициях современного общества. Музыка, праздники и фольклор сохраняют элементы древних верований. В некоторых регионах практикуются ритуалы, восходящие к временам галатов, что свидетельствует о том, что народная память жива. Например, в юго-восточной Турции до сих пор отмечают праздники, посвященные плодородию, что указывает на связь с древними культами. Таким образом, наследие Галатии и Нумидии продолжает жить в современном мире. Каждая находка, будь то артефакт или историческая надпись, служит напоминанием о том, что даже исчезнувшие цивилизации оставляют след в истории. Галатия и Нумидия, несмотря на свою судьбу, стали частью общей мозаики человеческой истории, оставив неизгладимый след в памяти будущих поколений. Каждый новый артефакт напоминает о том, что достижения этих народов и их борьба за существование продолжают оказывать влияние на современный мир.